Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран и Сабиха ханым очень удивляются, когда видят перед собой Джавахира. Когда Джавахир спрашивает: «Разве вы меня не ждали?», Баран отвечает: «Да, мы ждали господина Сиддата», а затем звонит Сиддату и не может до него дозвониться. Потом он приглашает его к столу и говорит: «Извините, господин Сиддат ничего не говорил, у нас была договоренность, он собирался мне его продать». Когда Джавахир говорит так, как будто он не знал об этом, и говорит, что если бы он знал, то не купил бы это, Баран просит продать его ему. Но Джавахир говорит, что этот бизнес очень прибыльный, и дает понять, что не хочет его продавать. Пока Джавахир ест суп, все за столом погружены в глубокие раздумья. Ясмин говорит Харуну, что с тобой можно работать, но у меня есть некоторые условия, и всем становится любопытно. После ужина, когда мы сидим в гостиной, Джавахир спрашивает: «Вы усилили охрану, надеюсь, проблем нет?» Беран отвергает этот вопрос, говоря, что это необходимо. Когда Джавахир говорит, что поддерживает проект Дилана, Баран напоминает ему, что встречи они проведут в особняке. Пока Гуль предлагает кофе, Джавахир говорит: «Я попросил, чтобы мой кофе был без сахара. Если бы у меня был такой сотрудник, я бы ни минуты не держал его у своей двери». Баран Гуль злится, потому что он не наш сотрудник, а член нашей семьи. Когда Гуль говорит: «Я сейчас сделаю новый», Ферат говорит: «Не надо, Гуль, уже поздно, ты не можешь пить кофе в такой час», и отвергает Джавахира. После этого Джавахир и Сабиха ханым встают. Когда дама Сабиха загоняет Джавахира в угол у двери и злится, спрашивая его, что вы пытаетесь сделать, Джавахир уходит, говоря, что нет ни места, ни времени, мы еще встретимся. Ферат приходит к Гулю и кричит: «Я сказал, что ты не будешь служить себе, почему ты меня не слушаешь?» Они спорят, когда Гуль отвечает: «Если ты меня стыдишься, ты не сделаешь меня своей женой». В конце ночи Дилан пытается понять, что произошло. Но Беран очень расстроен, желает спокойной ночи и отворачивается. Когда Дилан наклоняется и смотрит на него, он спрашивает: «Разве это не из-за Джавахир-бея ты не спишь?» Баран говорит, что ничто не ускользает от его внимания, и объясняет, что ему так неудобно встречаться с Джавахиром. Затем он говорит Дилану: «Если с тобой все в порядке, со мной все в порядке, если ты со мной». После того, как Дилан говорит: «Теперь с тобой всегда все будет в порядке, потому что я не собираюсь покидать тебя», они обнимаются и ложатся спать. Джавахир занимается спортом и просит у Шаира телефон, чтобы пожелать доброго утра нашим близким. Пока Дилан напевает песню в ванной, Беран просыпается от звука его голоса. Затем он говорит Дилану, что у него на лице что-то есть, и тянет его к кровати рядом с собой. Пока они приближаются, приходит массовое сообщение от господина Джавахира, в котором говорится, что он проведет встречу в своем офисе. Госпожа Кадер желает Гулю доброго утра, но лицо Гули угрюмо, и она не отвечает. Когда госпожа Кадер спрашивает, что случилось, Гуль отвечает: «Мне нужно на время уйти из особняка». Баран очень зол и говорит Джавахиру: «Разве я не говорил тебе, что встречи будут здесь вчера?» Дилан говорит: «Как долго я буду оставаться запертым в этом особняке?» Баран говорит: «Выгляни наружу, жизнь продолжается». Но Беран уходит, говоря: «Ты не выйдешь из этих отношений», и все. Когда Ясмин приклеивает на стену список условий труда, Харун говорит: «Такого больше нет, давайте построим на нем магазин». Баран звонит Джавахиру и злится: «Потому что я сказал тебе вчера, что встречи будут в особняке, почему ты держишь мое слово?» Джавахир говорит, что я не сказал хорошо и где его видели. Босс, который проводит встречу в доме своего сотрудника, говорит, что Дилан не может присутствовать, если хочет. В то время как госпожа Сабиха приходит и ругает ее, спрашивая, откуда взялось это партнерство, Джавахир говорит, что он узнал, что Хавин сообщил о нем. Пока Баран находится в своем кабинете, господин Кудрет и Джихан приходят и говорят ему, что мужчина на изображениях не входил и не выходил из таверны.
Когда Баран говорит, что давайте тщательно исследуем это место, господин Кудрет и Джихан отправляются исследовать это место. Госпожа Сабиха угрожает Джавахиру не слишком доверять его сведениям и уходит. Когда Дилан идет в сад особняка, она слышит плач, звонит и видит плачущего Гуля. Когда Дилан настаивает на том, что произошло, Гуль предупреждает его, что он женился на Ферате, чтобы никто об этом не услышал. Дилан очень рад, когда слышит эту новость, и спрашивает, почему ты никому не рассказал. Гуль говорит, что мы ничего не могли сказать, когда исчез Джихан, может, так было лучше, мне придется какое-то время не думать об этом браке. Дилан поддерживает моих братьев, говоря им, чтобы они уходили и оставались там, как бы они их не давили. Тем временем приходит Баран и спрашивает, есть ли проблемы. Дилан говорит, нет, ничего, у нас проблемы с Гулем, пойдем внутрь. Когда Харун составил собственный список и повесил его, они начали спорить. Когда Гуль оставляет письмо Ферату, берет свой чемодан и уходит со слезами на глазах, они видят, как Азади Ханым и Хасан следуют за ней. Госпожа Кадер видит их сзади, подходит к ним и говорит, вы это сделали. Беран и Дилан спорят у бассейна о том, что не пойдут навстречу. Когда приходит Баран, Дилан бежит за ним и говорит, я не могу так жить в тюрьме всю свою жизнь, я понимаю, что нам обоим очень тяжело, когда Азади приносит приглашение на свадьбу и передает его Барану. Ферат приходит в свою комнату и видит письмо Гуля. В письме Гуль написал, вам будет за меня стыдно, очевидно, я боролся, но не помогло, я сдался. Ферат расплакался и упал на землю с письмом в руке. Пока Дилан плачет в своей комнате, Беран приходит, видит ее и говорит, «Я не хочу тебя расстраивать, я знаю, что я у тебя отнял. Произойти вот так». Когда Беран говорит Дилану, «Ты мой драгоценный, этого не произойдет, если с тобой что-нибудь случится». Дилан говорит, «Я так боялся, что с тобой что-то случится. Мое детство прошло в страхе, когда я убегал. Я больше не хочу бояться». Затем Дилан говорит, проект, о котором я мечтал, станет реальностью после упорной работы, и с таким настроем входит в раковину. Там он смотрит на воду и думает, а Баран смотрит из комнаты и думает. Ферат немедленно звонит Гулю. Когда Гуль видит, что он звонит, она вспоминает слова Ферата, «Теперь тебе не придется носить это», и ставит телефон в режим «занято». Хотя Ферат звонит снова и снова, Гуль не отвечает. Когда Джевдет сообщает Цеврии, что у нас начинает появляться ребенок, «Не утомляй себя», говорит Цеврии, «Я выгляжу как угловая подушка, я все равно ничего не делаю». Потом говорит, что надо купить мамину кроватку для малыша. Приходит Ферат и пытается убедить леди Кадер сообщить местонахождение Гуля. Хотя госпожа Кадер говорит, что я должен извиниться перед ней, я причинил ей боль, не осознавая этого, она должна простить меня. Господин Ферат говорит, это решение моей дочери, господин Ферат, я не могу этого сказать. Пока Ясмин и Харун занимались делами, Ясмин обожгла руку, а Харун запаниковал и побежал за кремом от ожогов. Госпожа Сабиха, Ферат и Джавахир ожидают присутствия Дилана на встрече. Пока Джавахир говорит, что если Дилан не придет на встречу, мы не будем говорить о его работе, Баран и Дилан проходят через дверь. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.